Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом», канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас такой план. Нужно сходить в магазин и закупиться продуктами. Но не просто продуктами для того, чтобы есть их дома, а нужно закупиться продуктами для моего грядущего, для моего будущего похода, который будет, я надеюсь, ничего не помешает, и который будет скоро. Я сейчас иду в супермаркет, и, возможно, зайду еще в какие-то магазины, и там мне нужно будет купить разные продукты, которые занимают мало места, которые легкие. О, кстати, в этот магазин я, может быть, потом зайду. Которые легкие, которые не содержат воды и жидкости. В общем, нужна еда в поход. А поход у меня будет, даже не поход, у меня будет сплав. Я буду сплавляться по реке. У меня уже было видео, где я говорил, где я с вами вместе составлял маршрут, можете посмотреть. Ну а сейчас мы идем закупаться продуктами и нужными вещами. Друзья, я еще не успел выйти из дома, а уже купил немножко продуктов. Прямо рядом с моим домом находился магазин полезных продуктов, скажем так. И я там купил отруби. Вот, отруби. Это фактически нужно мне для клетчатки, чтобы было достаточно клетчатки. И еще купил несколько вот таких вот батончиков, которые сделаны из орехов, каких-то злаков, семечек и так далее. Это тоже все нужно для клетчатки и для калорийности, для энергии. Ну и белок здесь есть. Вот здесь написано, значит, клетчатка, протеин. Ну, в общем, клетчатка и протеин. То есть белок и клетчатка. Вот. Ну и калории. Наверное, не очень много, но, в общем-то, да. Но, тем не менее. В общем, я взял, я их обязательно попробую. Если они мне понравятся, то я возьму еще, чтобы у меня как минимум 2 или 3 батончика было на один день. Вот. И еще я взял красную чечевицу. Я сейчас иду в супермаркет, а в супермаркете нет красной чечевицы, поэтому я решил взять красную чечевицу. Конечно, столько мне не нужно, но я уже дома буду потом расфасовывать это все, упаковывать в маленькие пакеты на один прием пищи. Один пакет, один прием пищи. Я достал, положил в котелок и за 10 минут сварил, приготовил еду. Такой план. Конечно, удобнее всего было бы заказать специальную туристическую еду. Такие, знаете, пакеты с сублимированной едой. Да? Сублимированная еда. Она очень легкая, она очень вкусная, она, по сути, в этом пакете уже готовое блюдо. То есть тебе не нужно ничего делать. Это легко приготовить, легко нести, удобно есть, быстро, вкусно, калорийно, и вообще питательно. Питательно означает, что такая еда содержит все необходимые, нутриенты, да, то есть все необходимые вещества. Она более-менее сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, витаминам, клетчатке и так далее. Но я сейчас живу в Аргентине, в Буэнос-Айресе, и здесь нет просто такой еды. То есть, наверное, где-то она есть, но нужно искать. Нужно ее где-то доставать у каких-то людей или в каких-то
специальных магазинах. В общем, ты не можешь просто купить такую еду на маркетплейсе. Вот. Я поискал в интернете, я ничего не нашел. Но ничего страшного. Я решил, что я могу приготовить все сам. Да, нужно заморочиться, нужно запариться. То есть, нужно купить все, потом расфасовать, да, то есть разложить по разным пакетикам, учесть, что нужно купить много всего, например, овсянку, да, на завтрак, например, овсянку, добавить сахар, самостоятельно добавить сухое молоко, купить сухофрукты, добавить. То есть это заморочно, это запарно делать так. Но что делать? Что делать? Я решил, что я не буду считать калории, знаете, считать калории, что вот мне, там, взрослому мужчине с таким-то весом нужно столько-то калорий. Я не буду так заморачиваться, потому что когда ты в походе на 4 дня или на сплаве, всего 4 дня, это, честно говоря, не так важно. Главное, чтобы ты просто был сытым. Если ты сыт, все нормально. 4 дня можно, можно не рассчитывать все вот прям очень-очень строго. А вот и супермаркет. Вот он здесь находится. С виду он небольшой, но на самом деле он большой, и там есть много всего. Сейчас мы туда зайдем и купим все, что нужно, я надеюсь. Так, беру пакеты. Они нужны, чтобы расфасовывать еду на каждый день, на каждый прием пищи. Так, здесь у нас чернослив, то есть сушеные сливы. Курага, это сушеные абрикосы. Блин, курага стоит дороже форели. И это у нас мука из льна. Здесь много всяких элементов полезных, типа железа, магний, ну и много клетчатки. Тоже берем. Хотел взять орехи, такой вот микс, ореховый микс, но, честно говоря, они не очень в хорошем состоянии, не буду брать. Колбаски с плесенью. Главное их достоинство, что они уже не заплесневеют, потому что они уже с плесенью. Да, возьму пару штук. Все-таки мне удалось найти хорошие орехи. Беру. А еще я нашел клюкву, сушеную клюкву. Вообще невероятно. Я не ел клюкву, не знаю, несколько лет. Очень интересно попробовать. Эх, мои любимые крекеры, вот такие, не знаю, печенье или крекеры, продаются только в такой огромной упаковке. Не знаю, взять такие или взять какие-то другие, не могу решить. Но я взял арахисовую пасту. Конечно, вся банка мне не нужна, я возьму только часть с собой. Хочу взять печенье, но не очень понимаю, какое взять. Вообще мне нравилось даже вот такое. По-моему, мне нравилось вот такое печенье. Такое, подождите, или вот такое. Да, точно, вот это. Тоже с орехами, с семечками. Видите, цельнозерновые. То есть должно быть здесь тоже много клетчатки. Ну и углеводов. Макароны. Макароны. И, конечно же, тоже цельнозерновые. Вы можете подумать, что, Макс, ты просто одержим цельнозерновыми какими-то продуктами, вообще клетчаткой. Почему ты одержим клетчаткой? На самом деле все просто.
когда у тебя сплав, ты много сидишь. И, ну, как вам сказать, может быть такая деликатная проблема. Ну, в общем, короче, клетчатка нужна. И все. Так, берем соль. Какую-то небольшую упаковку. Да, хотя можно взять и такую. Так, соль есть. И теперь специи. Нужны какие-то специи. Сейчас что-нибудь выберем. Какие-нибудь разные вкусные специи. Так. Во, кстати, есть, например, карри, а есть для курицы. А есть для риса. Но для риса у меня есть дома много разных специй. Кстати, еще есть вот такая вот. Это что у нас? Тоже для... это для пиццы. Для пиццы у меня, кстати, тоже есть дома. Но все... О, смотрите. Итальяно. Отлично. И пиканте. Я знаю эти специи, они действительно острые. А я люблю острую еду. Смотрите, чего тут есть, друзья. Здесь есть разные готовые супчики. Например, вот такой вот из тыквы. Супчик из тыквы. Или, например, овощной суп. Или даже есть из гороха. Кстати, очень неплохо. Мне кажется, я попробую. А здесь я нашел сухое молоко. Интересно, в чем разница между зеленым и... это, кажется, содержит меньше жира. Ну, мне жир не повредит, поэтому я возьму вот такое сухое молоко. У меня уже получается огромная корзина. Ну, понятно, что из этого всего я возьму лишь часть. Мне нужно только лишь смешать это все в нужной пропорции и взять часть. Но все равно как-то много всего получается. Так, овсянка. Берем. А теперь, друзья, внимание. Вот эти же самые батончики цельнозерновые я покупал по 1500 песо, а здесь они стоят 1249 песо. А сегодня еще скидка в магазине 25%. То есть будет где-то 1000 песо. Вот вам и разница между супермаркетом и каким-то маленьким магазином здоровых продуктов. То же самое. Я долго думал, брать мне на сплав мате или не брать. Но решил, что я не буду брать, потому что для мате нужно брать по-хорошему термос. Ну или, по крайней мере, нужна сама вот такая кружка, трубочка и сама трава, вот эта шерба, не трава, это листья дерева. То есть много всего нужно, чтобы просто попить мате. Поэтому я возьму кофе и обычный чай. Но мате я возьму домой, потому что дома у меня закончился мате. Ну и, конечно, надо обязательно взять аргентинских альфахоров. Это такая сладость, очень сладкая штука. Моя жена Юля называет это глюкозная бомба. Потому что тут реально сахара и калорий просто невероятное количество. В обычной жизни я не могу это есть, это слишком сладко для меня. Но в походе будет самое то. Ну что ж, вроде бы все я купил, то, что нужно. Теперь осталось лишь подождать, пока наступит моя очередь. Ну что ж, друзья, вроде бы я купил все, что нужно. Если что-то я забыл, скорее всего, я что-то забыл, я смогу это докупить. Докупить позже, может быть, завтра или послезавтра. Еще я купил такую штуку, она называется малярный скотч или малярная лента. Она мне нужна, чтобы, когда я расфасую продукты,
чтобы я смог подписать эти пакетики с продуктами, типа день первый завтрак, день второй ужин и так далее. Ну что ж, на этом у меня все. Саму расфасовку я не буду снимать. Мне кажется, это не что-то интересное, но обязательно посмотрите следующее видео, потому что в следующем видео я уже начну путешествие. Если вы хотите получать транскрипции и дополнительные материалы для моих видео и подкастов, то внизу ссылка, присоединяйтесь к мембершип-программе, а я пойду домой, чтобы все это убрать. Ну и скоро начну фасовать. До встречи!